Здравствуйте, Александр. Что вы можете нам рассказать? Ничего. Вот на нем вот, короче, сейчас поедем. Всем привет, и меня уже очень давно не было на этом канале, меня вообще давно нигде не было. Наверное, это звучит очень странно. И я хотела бы рассказать вам в этом видео о моей поездке в Питер. Это было довольно весело и довольно странно, и у меня очень много впечатлений, они все дико смешанные, так что я бы хотела рассказать вам обо всем этом. О да, повторение слов, это то, что я люблю. В самом начале я бы хотела рассказать вам о том, как же я туда добралась. Ехали мы всего 4 часа и 2 минуты на Сапсане туда и точно так же обратно. Это гораздо лучше, чем поезд, потому что на поезде вы просто умрете сидеть по 6 или там 8 часов, я без понятия. Да и по цене выходит не намного дороже на самом-то деле. Как только мы приехали в Питер, мы столкнулись с довольно интересной проблемой. И этой проблемой оказалось питерское метро. Особенно ваши карточки. И нет, я не буду шутить про «приложите подорожник», хотя я очень долго хотела это сделать. Дело в том, что в Москве по тройке вы можете пройти, и если у вас достаточно денег, вы можете пропустить своего друга, своего брата, свою сестру, всю свою семью и хоть весь город вообще в целом. Главное, чтобы у вас было достаточно денег. А в Питере, прикладывая карточку к турникету, вам придется ждать еще 10 минут перед тем, как кто-то другой по ней сможет пройти. Мне кажется, это не очень честно, по сути, это же просто как проездной, и такого быть не должно. В этом же нету ничего нелегального. А жетоны, к слову, стоят столько же, сколько и билеты в Москве, и 45 рублей это все-таки жесть. Также о транспорте в целом. Вы знаете, как выглядят маршрутки в Подмосковье? В Питере весь общественный транспорт выглядит хуже, чем эти самые маршрутки. Общественный транспорт, по сути, государственный, обычно выглядит более-менее опрятно, и там не берут какие-то бешеные деньги. Ну, билеты, естественно, дорогие, но не настолько же. Хотя, если не затрагивать тему транспорта, то все в целом, в принципе, замечательно. Также одним из разочарований оказалось отсутствие бесплатного Wi-Fi. Его не было почти нигде, и он не работал даже в Старбаксе. Это было очень странно. Моя камера достала выключаться, и вообще мне очень грустно сейчас из-за этого. Но все же я продолжу. Итак, если вы хотите съездить в Питер именно как турист, то, пожалуйста, живите в центре где-нибудь, чтобы не быть далеко от главных достопримечательностей и вообще не мучиться. Потому что мы жили за 20 метро от станции. 20 метро от станции. И плюс еще за 20 минут от центра, и это было очень печально. В первый же день, как только мы приехали, мы отвезли вещи и гуляли просто по Невскому проспекту, делали кучу фотографий, снимали кучу всяких штук, и было довольно-таки здорово. Мы прошли мимо здания Зингера, в котором находится офис ВКонтакте, и книжный, в котором мы потом в последний день зашли, но это уже отдельная история. В общем, сейчас мы находимся в Питере, и у меня была целая куча приключений, особенно связанных с метро. Я предположить не могла, что здесь такое жуткое, замудренное метро, и эти карточки, черт, это был какой-то ужас. Я об этом отдельно расскажу. Мы ждем, пока мы поплывем на кораблике, потому что это очень здорово. Да. Во второй день мы думали пойти в Эрмитаж, однако все наши планы изменились, потому что погода оказалась неожиданно хорошей, и мама предложила съездить в Петергоф. Этим мы и занялись. Мы были на корабле, и туда мы добирались на нем. Это было очень здорово, и было очень красиво. Я сидела у окна и все время наблюдала маленькую радугу. Так что, если вы собираетесь ехать в Петергоф, то рекомендую вам это делать не на метро и маршрутке, а именно на кораблике. Вы получите море эмоций, я думаю, вам понравится. А еще ни в коем случае не покупайте там магнитики и ничего, потому что там все завышено раз в 100, наверное. Ну, я о ценах говорю. Как только мы приехали в Петергоф, мы решили сделать парочку фотографий на фоне Финского залива, потому что там невероятно красиво. И только на фотографиях мы заметили, что позади нас шел дождь. Причем такой дождь, что мама, не горюй. И как только мы зашли в Петергоф и начали гулять, просто полил безумный дождь, а там все было очень дорого, особенно плащи. Тоненький плащ из пакета, наверное, стоил рублей 200, это было очень грустно. А еще там очень дорогая еда, так что берите еду с собой, если вы туда собираетесь. Потому что бургеры, которые там дают, они не стоят 400 рублей. Это просто какое-то зверство. Как только мы дошли до красивых фонтанов, пошел еще и град. А я отказалась от плаща, потому что я решила, что это слишком завышенная цена. Поэтому я очень сильно промокла и чудом не заболела.
Зато там было очень красиво. Особенно нам понравился фонтан, который поливал всех людей, стоит лишь только наступить на какие-то определенные камни. И около него стояла прекрасная ухмыляющаяся мемная статуя. Я ее сейчас ставлю, и это просто выражение лица, которое олицетворяет всю мою жизнь. После Петергофа мы были довольно уставшие, однако мы решили зайти в пышечную и не прогадали. Там было очень вкусно и недорого, несмотря на то, что это был самый центр. Кстати говоря, о кафешках в Питере, они очень недорогие и очень вкусные, причем прямо в самом центре. В Москве вы нигде не найдете, где поесть, там, на 200 рублей. Только если это будет какой-то Макдак, и то в Макдаке сейчас поесть на 200, это надо быть супергероем. На следующий день после посещения Петергофа мы решили все-таки сходить в Эрмитаж. И отстояли мы очередь в 2,5 часа, и я могу вам сказать, что оно того совершенно не стоило, потому что это тот же Пушкинский музей, смешанный с Третьяковкой. И, видимо, я разочарована в жизни и в искусстве в целом. Я ожидала, что увижу дворец, но только просто отреставрированный и все в таком духе. Это простая картинная галерея, простой музей искусства, простой музей исторического искусства, я бы даже так сказала. И половина экспозиции была закрыта, что меня особенно разочаровало. Вы можете отписаться от меня, но мне там не понравилось, и я туда второй раз ни за что не пойду, даже ради золотого петуха. Он в моем сердечке. Зато сразу же после посещения Эрмитажа я встретилась с Кристиной и Лерой, и мы довольно весело провели время. Это мои питерские подруги. Благодаря ним это был один из самых крутых дней. Собственно, мне больше всего и запомнились дни, когда я гуляла со своими друзьями. Мы пошли в галерею в надежде встретить каких-то блогеров, но ничего не случилось. Может, оно и к лучшему. Также мы немножечко поорали с масонского Казанского собора. Там действительно повсюду чертовы треугольники. Повсюду. Я серьезно. Они повсюду. На следующий день мы решили отправиться в Кронштадт, и оно того действительно стоило. Это очень приятный город, однако, к сожалению, там все разваливается, и это так грустно, то что правительство ворует деньги и строит себе новые дачи и покупает себе шикарные квартиры, но на ремонт исторических мест у них ничего не остается. Сразу ясна моя политическая позиция. Практически все разваливалось, а буквально через несколько дней там должен был проходить парад военно-морской техники, и мне было так грустно смотреть на все это, что даже к параду техники они ничего не подготовили, и там просто в Кронштадте, в местах, где должны были находиться форты, там были камни, и эти камни просто вываливались, и было такое чувство, что вот-вот, и они просто упадут в воду. И их просто накрыли какой-то непонятной зеленой тряпочкой, типа так и надо, все нормально. Это было очень печально, и это какая-то боль и безысходность российской действительности. Последний день в Питере мне запомнился, наверное, больше всего. Мы проснулись довольно рано и посетили Петропавловскую крепость. Я бы не сказала, что очень хотела туда ехать, однако мне там понравилось. Сразу же после этого мы отправились на крейсер «Аврора». Посетить этот крейсер было моей мечтой довольно долгое время, потому что я рисовала Аврору на своей дипломной работе в художке, и я довольно долгое время играла в игру, связанную с кораблями. Кстати, это моя футболка, которую я выиграла в этой же игре на позапрошлом Игромире. Сколько раз я сказала слово «игра»? Спасибо. Сразу же после этого я пошла в метро, чтобы встретиться со своими друзьями. С Лерой, Кристиной, Настей и Артемом. Это все друзья из моей беседы. А моя мама с братом отправились в домик Петра. Я, к сожалению, его не посетила, хотя очень хотела бы там побывать, так что я обязательно вернусь в Питер еще раз. И с друзьями мы отправились в лофт-проект «Этажи», и мы тусили на крыше. Самым обидным оказалось то, что на выставку собак, на которую я так хотела попасть, я так и не смогла попасть, потому что она проходила на следующий же день после того, как я уехала. Нам было довольно весело, и сейчас будет некая влоговая часть, она, возможно, немного непонятна для вас всех, но, по сути, это видео я и сейчас снимаю и делаю чисто для моих друзей, для тех, кто вообще со мной как-то связан. Я не знаю, почему другие люди смотрят мой канал. Я ведь простой человек. И если вы это смотрите, то вы странные. Здравствуйте, я бы хотела взять у вас интервью. Как вам Питер? Вы же здесь живете, да? Да. Мне очень нравится Питер. И ты ни разу здесь не была. Ну, мало ли где я не была, зато я люблю свой город. Вот, Мне нравятся кассиры. Это было мнение Кристины. Она очень боится улыбчивых кассиров. Конец интервью.
Здравствуйте, это у нас Настя, и мы будем брать интервью. Что вы можете сказать о Питере? Сейчас. Ну, Питер красивый, получше, чем мой город, если честно. Можно я тут жить останусь? Спасибо за ваше очень ценное мнение. Им очень хорошо. Им очень хорошо. Тина, скажи, пожалуйста, ты Димон или нет? Я его это... Я Димон, Она вам не Димон. а я Навальный. Подожди, у нас... Assassin's Creed, блин. Привет. Привет. Не было видно, вы просто окно. Короче, Аня С ноги. Вертуху сделала. Здравствуйте. Потом мы с друзьями шли от этажей до Невского проспекта и до книжного в доме Зингера, чтобы я просто купила себе этот блокнот. Я не знаю почему, но я его очень захотела, и я очень рада, что он у меня все-таки оказался. Он напоминает мне о другой моей питерской подруге, с которой я, к сожалению, не увиделась. И, кстати, привет, если ты смотришь это видео. К сожалению, я не смогла побывать там, где именно хотела побывать, потому что моя мама любит посещать всякие достопримечательности просто для галочки. И это довольно печально. Думаю, что на этом я и закончу это видео. Если я что-то еще хотела сказать и забыла, то я просто вставлю это в виде текста. И вы, наверное, видели это уже несколько раз. Так что, думаю, это все. И всем пока. Если бы ты играла на укулеле, то ты была бы Ларином. Бесплатный музыкальный концерт. Я тебе не мешаю? Ты что, дебил? Пришла ко мне домой снимать видео, самое время это спросить. Мне показалось, что там написано Джек Моррисон. Это пересвет какой-то. Ща будет, как у Яна Го. Давай я...